Володимир Жемчугов. Я народился в Украинской Советской Республике Радянской, так называемой, в 1970 году. Володимир Жемчугов – партизан, герой України. Народився в УРСР 1970 року у місті Красний Луч Луганської області. Зараз це місто Хрустальне. Після школи навчався на шахтаря, в 19 років його призвали до радянської армії. Демобілізувався в кінці грудня 1991-го і свідомо змінив свій радянський паспорт на український. Я дуже чітко побачив, що ми, молодь, яка народилась і була вихована на території України, ментально дуже відрізнялися від тої молоді, яка виховувалась в РФ. В нас було загострене відчуття справедливості. Володимир Жемчугов. Как у нас было одно телебачення, одна газета, железный занавес, так называемый, был в стране, и не было альтернативных источников информации. И я верил в то, что казали по телебачению. Примерно то, что сейчас происходит в России. Вот так вот у нас было в радянские часы. Зараз такие часы, что ворог пришел на нашу территорию, и война продолжается, и таким людям, как я, надо говорить на языке врага, чтобы не попасть в поле подозрения и безопасно наносить ему урон. Я был в Тбилиси, когда Россия напала в августе 2008 на Грузию, и я не выезжал никуда, я пережил это все с грузинами. Были родственники моих друзей, которые погибли в этой войне, это было очень тяжело. Понимаете, я вот четко помню эту ситуацию 2008 года, когда я все это сам увидел, разбомбленный город под Тбилиси, там убитые гражданские жители, которых бомбили российские бомбардировщики. Это было очень больно, очень тяжело. И я помню тогда первое впечатление, что мне тогда в 2008 году стало первый раз в жизни стыдно, что я русский. И когда мы уже планировали в 2014 году с супругой вернуться домой, я помню апрель 2014 года, мы приехали на Пасху проведать мою маму в город Красный Луч. И я увидел вот эти баррикады, перекресток город Красный Луч, это такое стратегическое место, перекресток двух трасс Харьков-Ростов, Луганск-Донецк. Вот через этот перекресток и до сих пор идут колонны российской техники из России на Луганский и Донецкий фронт. Тогда они шли и тогда на Дебальцево, на Донецк, на Луганск, на Перевальск. И когда я увидел эти баррикады, мне было интересно, я пошел поговорить к этим людям, что там они стоят. У друга спросил, что эти люди там, что они хотят. Посмеялись еще так. Это там угнетенные русские. Я пошел пообщаться с ними, и кого я увидел там? Алкоголиков, тунеядцев, которые с биржи труда собрали. И они сами говорили, что мэр города Красный Луч Филиппова им там в конце дня передает, привозит деньги на сигареты, на водку, передают тормозки, продукты. И они просто работают. Они говорят, мы здесь просто работаем, мы ничего не требуем. Я тогда уже, зная уже, как проживаю в Грузии, я знал историю конфликта в Абхазском регионе Грузии, в Южно-Осетинском, в Карабахе, Азербайджанском. Я уже жил там, и я уже наслышан был, как все начиналось с этих каких-то протестов народных вроде бы как, но везде за ними стояли российские офицеры, везде российское оружие привозилось, и везде Россия все это поддерживала, финансировала российскими деньгами. Все то же самое я увидел в апреле месяце у нас в Луганской области. Я помню 2004 год, партия регионов, разделение страны, что они там бандеровцы, они западяне, мы тут Донбасс, шахтер, русскоговорящие, нам Россия ближе. И еще, знаете, в память врезалось 2013 год, луганчане помнят, что 9 мая в Луганске на Советской улице, по-моему, был натянут такой баннер, большой плакат, и на нем написано «Фашизм не пройдет». И мы тогда в 2013 году еще думали, а что это вспомнили, какой фашизм, откуда фашисты взялись, где они должны идти, почему не пропускать их надо, откуда они могут появиться. Как-то так мы посмотрели на это.
А потом уже стало, в 2014 году мы уже поняли, откуда, как это все начиналось и откуда все это идет. Вы помните все это видео, когда собрались на памятника Шевченко, вся проукраинская громада луганская и вот эти, большую частью, завезенные из Ростовской области московские жители, как так называть, Ростовская область, их было больше, они задавили силой этот проукраинский митинг, проукраинские силы, и люди просто начали пропадать, и от милиции не было защиты, милиция вся была подкуплена, СБУ тоже, как мы видим сейчас, 90% луганского СБУ перешло на сторону России, там, по-моему, 70% МВД Луганского перешло на сторону России, то есть, ну, все было подготовлено к сдаче. Вы знаете, тогда, начиная с мая месяца, вот когда начались русский мир, у нас начался с захвата власти и с бандитизма. Поднимать народ на какое-то там сопротивление сначала, вот у нас была такая мысль, когда было еще мало этих людей, поднимать народ на протест, чтобы выйти, выгнать их с этих баррикад, выгнать с администрации, с антрацитовской. Но когда начали находить убитыми моих товарищей там, в Равеньках, в Краснодоне, в Снежном, они пропадали, а потом их находили или понад дорогами, или в посадках, скотчем связанные за спиной руки и простреленная голова. Мы поняли, что уже мы ничего не сделаем. И мы как бы вот объединились, сначала начали объединяться, чтобы защитить друг друга. Если кому-то придут ночью, там звонок, и там собираемся, быстро приезжаем. Даже вот соседние города, там близко находились все поселки, города, такой густонаселенный район. Не проблема была там в Антрацит, в Снежное, в Утугино доехать. И ну вот на этом плане объединялись. Тогда я понял, понимаете, я понял, что что-то надо делать, как-то противостоять, сопротивляться, как-то активно сопротивляться. Большей частью мужчин испугались. Тогда, в 2014 году, приехали какие-то люди, они сразу приехали в Красный Луч и заняли военкомат, МВД и СБУ. Они говорили также на русском языке, но с разными акцентами. Кто-то окол, кто-то тянул слова. Но по ним было понятно, что это не местные. И сразу начали ездить по охотникам. Наши же сотрудники МВД с какими-то людьми, собирать оружие, забирать у них, чтобы не было оружия. Я в 2015 году, тогда летом, некоторые из нас с разных регионов, кого знал, ребята, кто были проукраинские, кто-то поехал, вступил в батальон Шахтерск, там, Донецкая, у нас рядом, Снежной рядом, кто-то поехал вступать в ВСУ. Я тоже приехал, помню, в Киев, и мне сказали, что с твоей пропиской, с твоими взглядами ты нам больше поможешь там, в тылу, если ты что-то будешь делать там. В первую очередь это сбор информации и там, другие какие-то действия. Честно, я помню, вот когда начали ходить русские вот эти по городу, как вот этот испуг в глазах своей мамы. Вот это послужило для меня мотивацией. Я вывез семью в Грузию, у меня там тоже есть дом, я вывез и жену, и маму туда. Сам вернулся, и что-то началось со сбора разведданных. Жил я, говорю, вот этот Красный Луч, это очень такое стратегическое место, очень важное. Все колонны российские шли через эти города, и мы собирали, ездил по разным городам, организовывал какие-то там ячейки единомышленников, которые мне перебрасывали там данные о движении российских войск, данные телефонов, номера телефонов, кто перешел на сотрудничество с российской администрацией, их данные российских солдат, офицеров, если не попадали там как-то им в поле зрения, граждан России, которые пришли с оружием. Вот это мы собирали, всю информацию. И преимущество было то, что к нам летом 2014 года попало в руки оружие, российское оружие. Россияне, начиная с мая месяца, Козинцев создавал эти свои отряды, и никто не хотел. В принципе,
большинство тогда люди еще боялись и этого, хоть они поддерживали там приход России, все смотрели уже на Крым, но брать в руки оружие было страшно. Все понимали, что это, ну, как бы это уголовно наказуемо. И Козицын проводил тогда такие политические показательные акции. Он привозил на КАМАЗы эти с оружием, со солдатами на шахты, там собирал рабочих и проводил утром на первом наряде такие планерки, говорил, что там, мужики, вот у нас есть информация, через 3 дня сюда приедут бандеровцы из Киева и будут резать вас, всех ваших жен, детей, русскоговорящих будут резать на площади, отрезать головы. Вот я привез автоматы, давайте, берите оружие, давайте защищаться. Вот так оружие попало к нам первое. Первые автоматы Калашникова мы получили от россиян и давали на человека автомат, 3 рожка и цинк патронов 1 на 2. Когда я увидел, как российские солдаты себя ведут с украинскими пленными, с украинскими убитыми солдатами, как они вот там фотографировались, любили снимать это видео там на фоне подбитой украинской техники, или там, особенно эти кадыровцы, дагестанцы, там любили фотографироваться на телах, ставя одну ногу там на убитого украинского солдата, там браво так держа автомат, чтобы их фотографировали. Это было очень тяжело смотреть. Нам, местным, запрещали хоронить украинских солдат. Это было вообще очень тяжело. Была конец августа, жара страшная, тела разлагались. Это тоже, наверное, было как психологическое давление на местных. Мы ночью приходили и просто хотя бы закапывали украинских солдат, чтобы их не ели дикие животные. Вот это окончательно сломило мое сознание. Август месяц, конец августа началось у нас вот именно вот с первой своей партизанской операции, я помню уже. Украинская армия отступила, но какая-то часть не смогла отступить, попрятались солдаты в посадках. В Снежном сделали россияне концлагерь для украинских солдат, там более 100 человек. Там где-то в итоге они насобирали, кто не успел отступить, сделали концлагерь для солдат, они там работали у них. И мы, стоял палаточный городок под Новопавловкой, и там вот эти вот российские солдаты, мы приходили к ним, приносили пиво, сигареты, самое, чтобы пустили нас. Наша цель была посчитать количество солдат, количество техники, мы передавали это все данные украинской армии. А потом ночью мы, зная уже расположение, количество, где там караулы, там у них секреты сидят, зная уже, мы приходили с безопасной стороны и подходили как можно ближе к лагерю и расстреливали из автоматов лагерь ночью, кто сколько успел, кто 3, кто 2 обоймы, и убегали. Вот с этого началась наша партизанская война. Потом мы ездили по местам боев, где шли бои, это Изварина, Зеленополье, под Снежным. Очень много было разбросано разбитой техники, разбросанных снарядов, мин. Мы собирали эти снаряды и мины, и потом из них делали фугасы. То есть ничего для нас не было там военного, да, хотя многие из нас, кто поддержал меня там, в ячейках в разных городах, все служили там в советской армии, в украинской армии, то есть какие-то были знания военные. То есть, это не было ничего таким космическим. То есть делать засады фугасные, взрывать коммуникации, взрывать железную дорогу, это было, вообще, железную дорогу взрывали, мы вообще взрывали ее в месяц по 3-4 раза. Закона как такового не было, был закон о военной службе, была антитеррористическая операция, гражданских не привлекали, были добробаты, но это потом было юридически не урегулировано до конца. Ситуация с добробатами в 2014 году, ее уже в каком-то 2015 урегулировали. И нас никто не воспринимал, когда там, разведданные брали, но мы говорили, что у нас есть ячейки, у нас есть оружие. Тем более после августа 2014, в сентябре 2014 года появилось очень много у россиян трофейного украинского оружия. Наши местные казаки торговали им, и торговали и российским оружием. Его столько было много, они просто на этом зарабатывали. Когда начался август месяц, сентябрь, я призывал уже, давайте продолжать, давайте нападать на россиян. Многие мои товарищи говорили, что Владимир,
что ты такое говоришь? Ты вообще понимаешь, что мы нарушаем закон? Вот сейчас украинская армия, если вернется украинская милиция сюда, нас же спросят, как вы, где вы брали оружие? Это же незаконно, это же преступление, взять огнестрельное оружие. Как вы выносили самостоятельно, выносили смертные приговоры гражданам Российской Федерации, российским солдатам, этим предателям Украины, которые помогали им, наносили ущерб государственной собственности, там, взрывали железные дороги, там, коммуникации. Это же это преступление. В законе нет войны, у нас нет войны, и мы не мобилизованные, там, ну, что нам, куда ты нас под статью под уголовную подталкиваешь? Было несколько человек, которых я помню, психологический страх, вот когда мы уже договорились, что идем на операцию, ночью выходим, там надо положить фугас или взорвать железную дорогу, и уже перед выходом я вижу, что человек там в мокром поту, и руки трусятся, ему страшно, и он говорит, нет, я, наверное, не пойду. Ну, да, я понимал таких людей, но нет, значит нет. И уже работала тогда в конце 2014 года МГБ, мы уже знали об этих страшных пытках людей с украинской позицией. Ну, был такой известный, такой был Бэтмен, командир полевой, из наших местных, кстати. И он жестоко пытал, и там такие вещи рассказывали люди, вышедшие из этого подвальчика, что было очень страшно. В 2015 году уже мы помните, что начали организовывать, уже не было ни добробаты, уже как бы легализовали, они должны выступить или в подразделении ВСУ, или в МВД, уже не должно было добробатов, и уже какая-то легализация. И я понял, что нам тоже надо что-то делать, и я собрал паспорта своих товарищей, кто именно согласился именно вести вооруженную борьбу. Приехал в Киев, и нас как-то оформили. Мы уже были оформлены юридически и контактировали уже с вооруженными силами Украины, и нам уже как бы давали задания. Нам просто такие направления давали, что вот мы ожидаем переброски военной техники по этой дороге, вот в этом направлении. Сделайте что-нибудь. Специально не проговаривали, в каком месте, что именно сделать, чтобы не было предательства. Мы сами выбирали направление, на каком участке дороги заложить фугас, где взорвать железную дорогу, где взорвать поезд, где взорвать газопровод, где взорвать линию электропередач, где положить фугас на дороге, где, там, между этим мы уже такие операции, там, нападения на российских солдат, которые были в увольнении, так называемое, они ходили в увольнение, там, по ресторанам, там, гуляли по городу, там, как-то напасть на них дороги. Это мы уже как бы сами выбирали, и просто потом нам необходимо было собрать, сделать четкий отчет о проделанной операции, сделать координаты с Google Maps, собрать ссылки из социальных сетей, подтверждающие, что кто-то там пишет, что да, там что-то взорвалось, да, там кто-то на кого-то напал. Ну, вот такие вот отчеты мы составляли и отправляли уже в Киев. Сейчас же эти 8 лет, которые прошли, с 14 по 22 год, общество, я считаю, что, да, большей частью постсоветское, но все-таки 350 тысяч, которые были людей, мужчин, воевали за эти 8 лет, вернулись домой, мобилизованные с этими УБД, участниками боевых действий. Они в общество вот на таком на ментальном уровне, на бытовом, все-таки доносили, что это оккупация, это Россия, это воровство. Они украли у нас Крым, они сейчас воруют у нас нашу территорию там на Донбассе, они против всего украинского. Это как-то за 8 лет повлияло больше, чем информационная государственная политика. До людей как-то это дошло до простых. Почему? Потому что вот даже взять Киевскую область, Черниговскую, когда россияне вот сюда пошли, на Киев, то есть мы видим, что в территориальную оборону пошло очень много людей, которые понимали, что это война, это воровство, идет Россия, которая хочет у нас это все отнять. Нельзя было, как вот в 2014 году, пересидеть дома на Донбассе. Да, в Крыму, на Донбассе можно было пересидеть дома, никто тебя не трогал. Но в 2022 году
как мы видим, уже пересидеть нельзя. Все, началось сопротивление, россияне были злые. Они думали, что как в 2014 году придут и только армия им будет сопротивление оказывать, а города будут их принимать молчаливым согласием. А тут из-за каждого куста на каждом перекрестке в них стреляли. Мы слышим эти телефонные разговоры, которые записывал СБУ. Они были в шоке от того, что везде ехали в БТРах, в машинах, везде слышно хлопки по машинам, стреляют из-за кустов. Тогда, в 2014 году, все прошло мягко по оккупации, ну, в общем, почти как в Крыму. И люди остались при своих мнениях, что Россия такие, да, нормальные. Сейчас же, когда началось сопротивление, и начались вот такие боевые действия, и началась вот эта месть россиян, вымещали злость на местном населении, это, во многом очень сильно переломило украинское общество. Хотя лично я в 2014 году все прошел, я это все видел, и я считал, что вот это отношение к России, как к братскому народу, это, знаете, это как и вот этими методами, что давайте мириться, там, давайте как-то найти общий язык, это как вялотекущая гангрена, ее нельзя лечить вот этими там какими-то переговорами, это как таблетками лечить гангрену, это надо отрезать и все. Гангрену не лечится. Сейчас с началом активной фазы опять возобновления этой войны, уже открытой агрессии Российской Федерации, я буду заниматься именно помогать создавать партизанские отряды на недавно оккупированных территориях Украины, именно помогать территориальной обороне своими знаниями по партизанской войне. Я с помощью телевидения буду организовывать видеоуроки, на которых я буду рассказывать, как можно вести партизанскую войну там в тылу, на оккупированных территориях, там имея местный паспорт с пропиской и уже имея какие-то навыки информационные, которые можно будет посмотреть видеоролики в YouTube и воспользоваться этими знаниями. Вы видите, что сейчас происходит в 2022 году. Все мужчины, женщины, старики, молодежь, все что-то могут делать. Все стали на защиту Украины. Кто-то берет в руки оружие, кто-то помогает волонтерить в тылу, кто-то помогает во вражеском тылу. На сегодняшний день для всех есть место в этой священной российско-украинской войне за освобождение Украины. Мы все равно выстоим, за нами правда. За нами правда, историческая правда. Киев – это Украина, Киев – это Русь, а Москва – это всего-навсего княжество Московское, наследник Золотой Орды. Поэтому за нами правда, за нами вы видите весь мир, цивилизованный, европейский, и мы все равно победим. Слава Украине!